Я рада всех приветствовать на своем канале «Жизнь прекрасна». Посмотрим, что думает, что чувствует и что вы для него значите. 3 варианта. Загадываем своего мужчину. Так. Что думает о вас? Первый вариант. Что мужчина думает о вас? Он считает вас яркой. Он считает вас яркой, девочки, что вы притягиваете внимание, а сам он как дурачок. Знаете, вот у него в мыслях такое, что повелся на вас. Что вы им как-то завладели, а он как дурачок не знает, что делать. Знаете, он полностью как будто в вашей власти. Что сам он себе уже как будто бы и не принадлежит. Что вы как-то действуете на него, так знаете, как сказать-то, что полностью в вашей власти, в общем, вот. Что он такой, как ребенок, как маленький ребенок, что вы им руководите. А хочет быть императором. Но у него пока не получается, потому что вы как-то так воздействуете на него, что он аж теряется, полностью раскрывается и полностью вам отдается. Он полностью в вашей власти, в ваших руках. Знаете, как марионетка такая. Вот что хочу, то и верчу. Вы по отношению к нему, да? Вот вы что захотите, то и делаете с ним. А он даже сопротивляться не может. Как-то вот так вот он подсел на вас. А хочет быть императором. Но он злится, конечно, на эту ситуацию. Он пытается как-то прощупать вас. Ну, чтобы не быть таким, что ли, тюфяком по отношению к вам. Как-то так. Он злится на себя, потому что он считает себя-то императором, что он-то мужчина ого-го какой, да? А на деле получается обратное. И вот он не может найти к вам как-то ниточку, что ли, чтобы он мог взять инициативу в свои руки. Пока получается, что он полностью под вами, как бы. Вы давлеете над ним, да? Он злится по этому поводу. Что думает? Он думает, что если вы его бросите, то ему будет безумно плохо. Он боится, что вы вот поиграете с ним, да, как с куколкой. Надоест вам эта куколка, и вы выбросите ее. Он переживает по этому поводу, что вы можете развернуться к нему спиной, когда он вам надоест. Наскучит, да? И все. И вы уйдете. А он к вам горит страстью. Но здесь по дьяволу вы его как-то притянули к себе, девчонки. Он полностью в вашей власти. Полностью. Абсолютно. Что он готов делать все, что вы скажете. Знаете, вот как зазомбированные бывают. Вот что скажешь, то и делает. Куда скажешь, туда и пойдет. Вот здесь такая же история. Ой, конечно, он горит в вашу сторону, девчонки. Он готов поклоняться вам. И ревнует. Ревность. Ох, какая ревность у него здесь. Любит, девочки. Влюбился по самое не балуй, так сказать. Ну, вот такие мысли, да. Что полностью он вам принадлежит, он в вас растворяется.
Других нет вообще. У него все мысли повернуты на вас. И он боится этой мысли даже, но она у него иногда проскакивает, что вот вам с ним наскучит, и вы отвернетесь от него. Он боится этой мысли, но она у него иногда появляется в голове. Считает вас еще той манипуляторшей. Умеете вы им вилять. Что в чувствах вам? И судя по императору, он даже сам как-то не может понять, как так получилось, что он так влип. Девчонки. Он вообще не может понять, как так получилось, потому что, ну он же мужчина такой, мужчина-мужчина прям. И вы его так легко голыми руками взяли, такого мужчину. Еще и верховодите им. Крутите и вертите. У него прям в мозгу не укладывается это. Что в чувствах у него? Девчонки, в чувствах, ну, что вы его судьба. Что не зря все-таки как-то небеса вас друг с другом соединили. Ну, потому что, видите, он как полностью в вас погряз, полностью растворился в вас. Да, погряз здесь нехорошее слово. Растворился он в вас, да? Конечно, он в чувствах у него, вы его судьба. Вы ему небесами были даны. В чувствах у него влюбленность, у него страсть. Он любит вас, девочки. Здесь любовь. Здесь семья. Здесь быть с вами. Если между вами дистанция, расстояние какое-то, то сократить это расстояние. Убрать эту дистанцию, убрать это препятствие. Действовать нужно. В чувствах у него действие, чтобы быть с вами. Чтобы быть семьей с вами. А потому что он считает, что за вами многие наблюдают и следят, что такую девушку, такой девушкой не только он хочет обладать, понимаете? Ему аж бедненькому плохо становится. Ему аж становится плохо физически при мысли о том, что вы можете уйти к другому. Вот честно. Ему аж дурно становится, когда он как-то думает, что за вами другие смотрят, и другим вы очень нужны. Ревнует. Ой, ну, девчонки, здесь все. Здесь он хочет свадьбу. Здесь он с вами хочет свадьбу и быть с вами все-таки в серьезных отношениях и создать семью. Пока помалкивает. Пока держит это в тайне. Но хочет, девочки, хочет, очень хочет. Конечно, ничего себе так влюбиться-то. Ну, а вы ему и даны были. Не то, что и он считает, что вы ему по судьбе, а оно так и есть, как бы получается. Карты говорят, что да, вы ему по судьбе. Он хочет сделать вам предложение. Ох, что-то ему тут тяжело. Очень тяжело, девочки. Его мысли, его ревность съедает его. Правда. Может быть, даже и нет другого никакого по отношению к вам человека. То есть у вас нет, в общем, еще одного человека,
Но он додумывает, если нет, да, то он додумывает. И ему очень плохо из-за этого. Правда, он страдает, он себя так накручивает, что ему плохо становится, да, девочки. И потому что здесь любовь. Он любит вас, девчонки. Любит и подсел на вас конкретно. Так, это мы спрячем. Кто и что вы для него? Да? Что вы для него значите? Кто и что вы для него? Девчонки, может у кого-то проиграться, что здесь была любовь с первого взгляда. Вот цепанули вы его, и все. Вот только он вас увидел и влюбился. Но судя по всем вот этим картам, оно, скорее всего, так и было. Что вы для него? Вы его звезда, понимаете? Вы манящая, красивая. Он мечтает о вас. Вы его тоска, печаль. Вы для него разбитое сердце. Может быть, вы что-то можете сказать так, не подумав, как-то остро выразиться, да? Вот у него здесь начинается, конечно. Сердце разрывается, честно. Ну, вы для него весь мир, девчонки. Иногда бываете холодной, неприступной такой, что ему приходится хитрить по отношению к вам. Но вы его шанс. Кто вы для него? Вы его шанс, вы его мир, вы его вселенная. Судя еще и по этим картам, да, он полностью в вас, девочки. Полностью. Вот такой первый вариант. Так, двигаемся ко второму варианту. Что думает о вас мужчина? По второму варианту. Что думает о вас мужчина по второму варианту? Что у него в мыслях? О, две карты. Девчонки, ну что он думает, что вы его притягиваете? Вы очень его притягиваете, и причем это все уже длится какое-то так время. То есть не вчера и не позавчера это началось, а уже давненько так. Он на вас подвис. У вас такое притяжение какое-то энергетическое, девочки. И оно уже длится какое-то время. Что он думает о вас? Что забирать вас надо, и все. Вот что он думает. Ну, потому что вы его тянете, очень к себе притягиваете, магнитите прям. Вы у него в голове засели, и не только в голове, да? Что он думает? Брать вас надо? Нечего тут думать, да? Медлить нельзя, он думает. Медлить с этим нельзя, да. Вас нужно забирать, иначе спрос-то большой. Можно же и остаться без вас, да? Но здесь страсть к вам. Королева огня. Что он думает? Что вы яркая девочка. Притягивающая, такая огненная, знаете, горящая. Что вы совсем можете справиться. С любыми препятствиями вы можете справиться. Что вы всегда на коне.
Что он думает о вас? Тянется он к вам, девчонки, тянется, а вы как будто бы даже этого и не замечаете. Он к вам тянет, протягивает свои ручки, да, ручоночки эти, а вы их как будто даже не видите. Какой-то он мелкий, что ли, для вас кажется. Мелковат будет, да? Вот такие мысли. Вы не обращаете как будто на него внимания. Что он думает? Что вы играете с ним периодически. Что он думает? Что у вас поклонников миллион. Вы играете с ним. Ну, он так считает, да? Что вы его притягиваете. Когда не надо, отойди в сторонку. А вот сегодня у меня есть настроение, иди сюда. А он-то в вас. Вы у него полностью в голове. Вы не полностью занимаете весь его разум. Что еще он о вас думает? Ревнует, что убежите от него. Убежите, улетите. И будет он сидеть, печалиться, расстроенный, да? Он думает, что бы он вам не предлагал, для вас это как-то все не то. Какой-то капризной вас считает. Не угодишь, да? Вот он говорит, я и то для нее, и все, и пятое, и десятое, а ей все это не надо. Он расстраивается из-за этого и злится, девочки. Боится, что сбежит от вас, что вы сбежите от него. Скорее всего, у вас здесь не было интима, но он безумно этого хочет. Он хочет вас догнать и к себе, и к себе. Потому что мысленно он и так уже с вами. Постоянно. Постоянно вы у него. А на физическом плане, видать, еще не было у вас, да? Интима у вас здесь как будто бы еще и не было. Но он безумно хочет. Очень хочет, конечно. Вы его очень притягиваете. Что у него в чувствах к вам? В чувствах к вам у него быть с вами. Чтобы вы как-то стали подобрее, что ли, к нему, помягче. Чтобы вы как-то стали его женщиной, да, и вот как считается, чтобы женщина ухаживала, да, за мужчиной. Вот он вот этого хочет. Не в плане подарков, да, там вот как, не в этом плане, а вот как в семье, да, когда жена ухаживает за мужем там, на бытовом уровне. Вот такого он хочет. Что еще в чувствах у него? Ну, страсть, девочки. Страсть. Страсть, любовь, влюбленность, если это недавнее. Ох, как он вас желает, конечно, девчонки. Примчаться. У него в чувствах примчаться к вам со своим жезлом, понимаете? Ну, любит. Здесь любовь, девчонки. Любит вас, да. В чувствах у него, чтобы вы его ждали. Ждали его появления. Ждали, когда он придет, напишет, позвонит.
Чтобы он у вас тоже был в голове. Вот что у него в чувствах. Влюбить вас в себя. Вот что у него в чувствах, девочки. Чтобы как он здесь вот о вас думает постоянно. Постоянно. В чувствах, чтобы и вы тоже так же к нему были повернуты. Быть с вами хочет, девочки. Приехать к вам. Объявиться, появиться, если давно не общались. А если и общаетесь, то в принципе приехать к вам, заявиться, да? Что-то тяжело ему пока. В каких-то ограничениях он. Либо не знает, как делать, как действовать. И что делать, да, в вашу сторону. Убрать хочет эти ограничения. Что у него там, я не знаю, что происходит, да? Но он хочет убрать эти ограничения и действовать в вашу сторону. В чувствах у него, чтобы вы полюбили его ничуть не меньше, чем он вас. Ну да, с вами, девочки, хочет он быть. Так, сделай. С вами он хочет быть, девчонки. Так, хорошо. Ну и давайте посмотрим, что вы для него значите. То есть, что вы для него. То есть, что вы для него. Ну, свадьбы хочет, девочки, хочет быть с вами. Ух, дьявол вы для него, понимаете? Вы для него искуситель, искусительница. Вы для него, по дьяволу, знаете, как личный сорт наркотика для него. Вот он подсел на вас. Злится до безумия. На себя же. А ничего с этим поделать не может. То есть, что вы для него? Вы для него маленькая, хрупкая девочка, за которой нужно ухаживать, которую нужно оберегать, одаривать подарками какими-то, оказывать знаки внимания. Вот вы кто для него. Ох, он подвис-то на вас, девчонки, подвис. Кто вы для него? Ну вот опять, вы для него семья. Ну и я хочу растолковать, что это не выбор все-таки, а что он любит, что вы любовь его, да. Судя по вот этому, по этому раскладу, по этим картам, ну здесь чувствую, девчонки, любит он вас, да. Подсел он на вас конкретно. Еще и по дьяволу подвис. Причем висит уже давненько так, что здесь сила притяжения, да, что здесь дьявол. В общем, влюбился мужчина. Это была вторая позиция. Идем к третьей. Так, третья позиция, третий вариант. Что он думает о вас? Что по третьему варианту мужчина думает о вас? Девчонки, здесь либо между вами расстояние, может быть разные города, разные страны, может быть эмоциональное отдаление между вами. Ну а что он думает? Он мечтает о вас, девочки. Вы для него звезда. Вы для него звезда. Но с другой стороны, знаете, звезда, она такая холодная. Он вас видит где-то вот далеко.
Может быть, в интернете где-то видит вас, да? Может быть, вы не общаетесь, но он вас видит, где-то наблюдает. И он мечтает о вас. Но вы для него холодная, то есть как-то не проявляетесь, да? Вы для него звезда, девочки. Мечтает он о вас. Что он думает еще о вас? Маг. Что все у вас горит в руках. Все под вашей властью. Что вы любите манипулировать людьми. Что вы завладели его сердцем и жезлом, да, потому что тут жезлов, если переводить на классическую колоду. Ну, огромное желание здесь к вам. Ревность. Ревнует, девочки. Ревнует, потому что видит вас такой красивой, самодостаточной, с такими формами красивыми. Притягиваете вы его. Ревнует. Потому что видит, что вокруг вас еще другие мужчины-то крутятся. Поэтому и ревнует. Что он думает? Что любите вы флиртовать. И с ним, а если не с ним, то с другими мужчинами, если вы с ним не общаетесь. Если он не решался к вам как-то подойти, то он считает, что нужно бы уже действовать. Но пока действовать, думает так, налегке, знаете, к вам как-то заявиться. Не сразу вывалить все свои чувства, да, на вас и все свои эмоции и мысли, что он там вообще хочет от вас. Что вы в сердце-то у него, и в сердце, и в почках, и в печенке, да, и в печени, везде. А что, ну, легонечко как-то так, по воздуху. Налегке к вам как-то подойти. Да, считает, что вокруг вас много народу вьется. Что в мыслях у него? В мыслях как-то ухаживать начать за вами. А еще в мыслях у него, что вы довольно-таки капризная. Капризная, да. Что он вам может предлагать что-то, а вы будете так, это знаешь, не надо мне это. Что это ты мне предлагаешь, да, здесь? Ну, как-то вот капризничать будете. Страстная вас видит, ревность идет. Если он здесь ушел от вас, девочки, то ему плохо сейчас. Либо он думает, если я уже все, она меня не принимает, она со мной играет, и если все-таки я уйду, откажусь от этих чувств, мыслей, да, то будет плохо. Ему будет плохо. Он будет себя очень плохо чувствовать. Ой, девчонки, ну ревнует прямо аж вот до безумия. Состояние у него такое. Разорвал бы. Убил бы. Нафиг. Ну, потому что влюблен. Потому что влюблен, да. Хорошо. Что чувствует к вам? Что он чувствует к вам? Ну, здесь влюбленные. Вы знаете, судя по этим картам, по мыслям по его,
Я не могу здесь карту влюбленные рассматривать как выбор. Потому что здесь человек действительно влюблен. Он горит. У него большая страсть. У него чувства такие яркие по отношению к вам. Примчаться хочет, приехать, признаться в своих чувствах, сделать какое-то предложение вам. Ну и быть с вами, собственно. Он хочет быть с вами. Да, он хочет приехать, девчонки, к вам, приплыть, я не знаю, прилететь, да? Но он хочет быть с вами. Что еще в чувствах? В чувствах шанс, девочки. В чувствах шанс, ждет шанса. Ждет какого-то подходящего момента. Если у вас кто-то есть, ждет шанса отвоевать вас у другого. Переключить ваше внимание на себя. Ну, потому что судьба, девочки. Ну, потому что судьба. Понимаете? Здесь колесо фортуны и иерофант. Ну, потому что по судьбе он считает. Вы ему, в чувствах у него. Вы его судьба. Вы его женщина. Вы должны быть с ним. И вообще у вас тут он свадьбу планирует, девчонки. А сам сидит в отшельнике пока. Да? Судя по всему. Наблюдает, подглядывает за вами. Но вот ревность, да, девочки, ревнует. Ну, я больше не хочу на чувства раскладывать, девчонки. Ну, 8 кубков. Ну, что у него в чувствах к вам? Ну, любит он вас. Любовь. Подглядывает он за вами, видите? Следит за вами. Что, где и как вы вообще. Ну и здесь тоже. Ну, эти карты особо не говорящие, но колесо фортуны, иерофант. Хочет действовать. В чувствах у него вы его судьба, вы его женщина, и вы должны быть вместе. Вот что у него в чувствах. Ну, еще и плюс влюбленный, да? Ну, чувства есть, девчонки, у него. Что вы значите для него? Хотя тут и так очевидно. Ну, давайте уж посмотрим, да? Кто и что вы для него? Что вы для него значите? И опять сила, девочка. Вот, да. Ой, извините, маг. Все. Но тоже старший аркан. Сила. Притягиваете вы его. Что вы значите для него? Это либо расстояние все-таки. Вот как начиналось со звезды, да? А здесь мир. Ну, вы весь мир для него. И расстояние. Вы на расстоянии, если оно есть, то вы его тянете к себе, притягиваете этого мужчину. Что еще вы значите для него? Дьявол, девочки. Ну, висит на вас он. Прям подсел, подвис конкретно. Отшельник. Боже ты мой. Тяжело ему. Тяжело ему дается его состояние. Вот этой любви. Какая-то тяжелая у него любовь к вам, понимаете? Либо она ему тяжело дается. И ревность, и тяжесть, и дьявол. Шанс. Шанс. Шанс быть с королевой Пентаклей. Ну, кто вы для него? Вы для него, ну вот, шанс, да? Вы для него сила. Вы для него дьявол. Умеренность. Угу.
Ой, девчонки, чуть ли ночами слезы здесь не льет. Правда, ему так тяжко без вас. Вот он как сирота какая-то, знаете, без вас. Правда. Тяжело. У него, я не знаю, из рук все падает. Планов нет. Никаких намерений нет, если он вас не видит, да? Без вас, ну, мир рушится. Вы для него шанс. Устал он уже от этого состояния такого. Напишет, девочки. Напишет, хочет быть с вами. Хочет быть с вами, да. Если у вас прекратилось что-то, то хочет быть, то хочет заново начать, да, отношения. Если отношений, ну, судя по этим картам, как таковых у вас еще и не было, ну, то, в принципе, он хочет начать с вами отношения. Начать все с чистого листа. Ну, любит девочки, конечно. Любит. Мечтает, лежит. И страстно вас хочет. Двинуться ему нужно с мертвой точки. Начать работать ему нужно над этими отношениями. Да, да. Забрать вас и быть с вами, раз он хочет, то нужно действовать. Вот такой вот третий вариант.